Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков. И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. В левой части экрана вы можете заметить такой вот интересный никнейм BG Alive. В общем, это тот парень, который в предыдущем сезоне был в топ-1 мира. И тут очень много участников из его гильдии, судя по всему. Потому что посмотрите, сколько BG. Раз, два, три, четыре, пять. 5 человек из BG. Это будет уникальная каточка. И знаете, здесь будет не грех, если в этой каточке он будет показывать максимально метовых героев. Потому что против таких ребят нужно играть, скажем так, на мете. Ребята довольно-таки сильные. Они там, по сути, вот этот вот весь клан BG входит в топ-100 мира. Ну что ж, но, как я уже ранее говорил, топ-100 мира это не приговор. Потому что чем чаще вы играете, тем, соответственно, легче вам как бы зайти в топ-100 мира. Просто зависит от того, насколько часто вы будете играть. Как-то так. Ну, на самом деле, на это много влияет всего, но, вот, допустим, если вы будете играть в день где-то, ну, сколько, 10-15 каток, и у вас будет понимание игры чуть ниже моего, то, соответственно, вы можете спокойно зайти в топ-100 мира, потому что топ-100 мира это не приговор, и тот, кто много играет, соответственно, может спокойно зайти в этот топ-100 мира. Ну, что ж. Кстати, классно ему сейчас приходит, у него очень много охотников со старта, и, скорее всего, это будут ранние охотники. И, в принципе, окей, why not? Why not? Еще и предметы хорошие падают. Шикарно. Не, пока что у него все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Если он еще и ранних шестиходников поставит, то будет вообще четко. Вот он показывает на BG Alive, типа, вот он, топ-1 мира, иди сюда. Вот, кстати, ребят, если в этой катке BG Alive отлетит в топ-8, ну не в топ-8, а где-то, ну даже в топ-3 не сможет зайти, вы сразу все можете понять по вот этой вот каточке, насколько скилл влияет все-таки в этой игре. Ну, вот как бы вы все сами и увидите. Так, ставит змейку. Змейку он ставит не просто так, потому что у него, во-первых, баф зверей, во-вторых, у него есть суммоны. Если, соответственно, ну, ладно. Ну, в принципе, тоже хорошо. Марси тоже прекрасный герой. Я бы даже сказал, шикарный герой. Ай-яй-я! Ну ладно, на самом деле, если он поставит немного себе эльфов, то у него будет очень много уклонения. На его месте я взял бы все-таки инчу. В любом случае, он из инкама уже вышел. В 10 монет не сидит, можно купить и инчу. Ну, ладно. Хозяин-барин, скажем так, сам будет решать, что к чему. Там есть уже двузветочная фигура, 2 стана подряд выдал, соответственно, убийца Горн. Ну, пока что все. Настреливай, настреливай. Обида. Не, на самом деле, если бы в снайпера 2 стана подряд не прилетело, то он бы мог затащить этот раунд. Но, ладно. Кстати, обалдеть, чувак 97 хп уже 30 монет имеет. Неплохо, неплохо. BG Live будет играть на довольно-таки метовой синергии. Играть будет он, скорее всего, через богов-орков. Все, ребята, вот это контент. Вот это контент мы делаем. Вот это контент. Если он... Ну, на самом деле, здесь даже не грех в топ-3 зайти. Ну, посмотрим, что у него здесь будет. Один чувак играет полностью на фулл инкаме, второй чувак играет через богов-орков. На самом деле интересный такой момент. Он тупо всех распродал, чтобы выйти в 30 монет. Прикольно. Это получается за 3 раунда он выйдет в 50 монет плюс. При этом потеряет минимум хп. Интересно. Интересненько. Ну что ж, посмотрим. Так, это кто к нему пришел? Тоже чел играет через охотников, но у него здесь немножечко даже есть орки, чтобы был намного плотнее. Ну, тут у него, кстати, посильнее охотники, чисто из-за того, что есть кабанчик. Вот, ребят, я все время говорил о том, что рукавичка против всех суммонов, особенно на старте, это имба. Вот вам как бы почему это имба. Как бы вы видите все сами. Вот эта перчатка бы, она схавала сейчас бы орка, ну, вот этого кабанчика, и было бы все хорошо. Че там, кстати, тоже вот это BG Окуюн. Короче, не знаю, как выговорить. BG Окуюн. Он тоже играет на максимальном минкаме, но при этом он еще и стол себе закупает. Интересненько. Интересненько. Не, ну лобби, конечно, у него жесткое. Ну, посмотрим, как он сможет выпутаться из этой ситуации. Я надеюсь, здесь будет что-нибудь очень интересное в противостоянии. Опять этот горн убийца. Сейчас опять стан. И сейчас, смотрите, еще один стан. Нет. Обалдеть. Неплохо, неплохо. Я думал, что еще один станчик выбит. Потому что этот чел может как назло все делать. Хотел сказать, ребенок. Ой, какая красота. Миранка, конечно, очень вкусная. Ему бы 6 охотников вообще было бы идеально против таких вот ребят. Короче, ребят,
Совершенно забыл. Вот совершенно забыл. Кстати, поставил баф чернокнижников 20% от хила. Это вам не шутки. 20% от хила это то, что доктор прописал. Поэтому это хороший такой вот мув. Тоже берите на заметочку. Короче, совершенно забыл сказать. Всем приятного просмотра, соответственно, кто смотрит. Всем приятного аппетита, кто, соответственно, кушает. Я же на моменте заговорился, обалдеть. Всем приятных снов, кто засыпает, и всем хорошего дня, соответственно, кто работает. И, ребят, напомню, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с конкретной ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале. И это намек на то, чтобы ты подписался и на мой телеграм-канал, потому что я там пишу обновления игры, пишу когда стримы, и самое главное, у меня там есть чат комьюнити. Поэтому что правильно, переходишь по этой ссылочке, смотришь, что нужно конкретно для того, чтобы я прокомментировал твою запись, и, соответственно, подписываешься на мой телеграм-канал и участвуешь в жизни канала намного обширнее, чем сейчас. Поэтому все, погнали. Я там частенько провожу вопросы и так далее, и так далее. Короче, много чего интересного и никакого спама. Это самое главное. И если ты еще не поддержал этот ролик лайком и комментарием 3 слов, то пора уже это сделать. Поэтому что правильно? Ставь сейчас лайк и оставляй комментарий от 3 слов. Кстати, почему-то продал чернокнижников, но окей. Видимо, 150 хп он верит побольше. Но я бы на самом деле, наверное, отхил бы оставил. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Хозяин барин. 8-й раунд уже у 2 ребят по 50 монет. Окей. Окей. Так вот. Если ты еще лайк, комментарий не оставил и не подписался, то обязательно все это выполни уже. Правильно? Поддержи меня. Поддержи меня, не стесняйся. Все-таки я стараюсь, делаю контент. А лайки, комментарии это бесплатно. Огромное тебе спасибо за поддержку заранее. Так, ладно. Возвращаемся к каточке. Смотрим, что здесь будет. Но мне вот интересно, он будет играть до конца на охотниках или он все-таки в моменте возьмет и перестроится? Классный предмет, кстати, у Хускара. Идеальный, я считаю, этот предмет. Сгорел. Миранка сгорела. Но ему на самом деле не хватает немножко эльфов. Типа он поставит баф 3 эльфов и будет все замечательно. Блин, мне хотелось бы хоть раз как-то Муэрту записать. Ну, может это не получится, потому что Муэрта вне меты. Вообще вне меты, потому что ее очень легко контрить. Во-первых, есть Doom, во-вторых, есть антимаг, который может присосаться. То есть очень много контроля. Плюс есть, ну, не мета, я скажу, ну, ладно, это мета все-таки. Боги-орки. Боги-орки через Джаггернаута, и Муэрта просто не будет дамажить Джаггернаута в моменте. И все, делай, что хочешь. Делай, что хочешь, как хочешь. Чел играет уже на 6 охотниках с хорошими предметами. А да, игра становится немножечко сложноватой. Вот прям на тютельку сложноватой. Кстати, там 2 чувака играют уже на... Ага, они там закупаются. Ну, кстати, у одного 83 хп, у второго 82 хп, и по итогу у них по 50 монет плюс. На секундочку. И они уже 100 себе закупают заранее, чтобы против мобов пожить. Окей. Хорошо. Пока что все хорошо. Вот. Интересно, какие тут билды будут у него и у его противников. Яичко. Яичко это хорошо. Вот на самом деле, типа, вот это вот яйцо, когда оно рано приходит, оно зачастую руинит, потому что ты очень много тратишь экономики на это яйцо. Эх. Пока что у противников что-то непонятное. Там, кстати, чел ТБшку себе взял, но это ТБшку взял не из BG. Топ не один психует, он смотрит, что у чувака там 6 охотников, и он такой: Куда ты взял? Откуда ты взял эти 6 охотников? Это мои 6 охотников. я просто передал только что эмоции, если что, от первого лица. То есть это топ не один. Топ не один так и сидел, отвечаю. Он еще, наверное, монитор выкинул куда-то. Хороший, кстати, ему предмет сейчас упал. Минус 6 брони. О, это нам надо. Вот это усиление нам надо. На мгновение мне показалось, что он сейчас Джаггернаута закинет яйцо. Хочет клевер. На самом деле клевер идеально под охотников. Очень идеально под охотников. На 0,1 скорость увеличил, это хорошо. На самом деле клевер хороший предмет. Под охотников так вообще шикарный предмет. О, сюда эту прикормку.
Ну-ка, 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 что делать будешь? Зеркало хрень, призма... Не, ну зеркало на самом деле не хрень, но если он будет играть через какого-то антимага либо Манки Кинга, то зеркало явно не хрень. Так, 6 охотников уже у него на связи. Сюда. Хорошо. Шикардос. Так, все прекрасно, все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Но Гернаутов продает, в деньги выходит. Хорошо. Оу, май, яйцо продал. Кстати, у него сейчас охотники посильнее, чем у того молодого человека. Его охотники будут сильнее. У него 2 двойки, но тут, знаете, в чем прикол? Если же... Кстати, там чел уже играет через шаманов Горн. На секундочку. Прикол. Так вот. Вот этот тут тип, который на первом месте, у него слабее охотники, но есть такой вот момент, как я думаю, вы все прекрасно знаете, это есть вероятность, что у него сработает намного больше тычек, нежели у топ не один. И топ не один элементарно отлетит. Отлетит в кювет. Ну, просто. Давай топором по горбу. Уже винстрик, кстати, он имеет. Ну, как-то там челы что-то слабенькое такое собирают против него. 2 хусика. Вкусно, вкусно, вкусно. 2 хусика сильно. Убийц хочет заблочить. Окей. Хочет заблочить убийц. Но будет ли он это делать? Ну, мне кажется, он будет... Хотя, подожди, ну... Не, ну на 6 охотников здесь реально комфортно будет сыграть, потому что здесь даже тайт есть. Единственное, что его могут спокойно законтрить, это ребята на воинах. Но BG Live там что-то непонятное собирает пока что. Вроде бы как у него кунг-фу, а вроде бы как бы воины. Чё хочет? Я думаю, через кунг-фу будет играть. Это на самом деле будет прикольно, если будет через кунг-фу играть. Так, вот шаманчики. Как же убийцы Горна фартит? Вы просто обратили на это внимание, сколько станов выписал убийца Горн? Там убийца Горн выписал 3 или 4 стана подряд. А это, извините меня, плюс 100 физического урона, плюс стан на 2 секунды. Это жестко, это очень жестко. Так, пока не блочит расширенный пул, это хорошо. Ну, точнее, бан синергии не делает. Это хорошечно. Блин, будет прикольно, если он сможет здесь реализовать мантию короля. Вообще непонятно, что там он делает. BG Alive. Ладно. Ладно. Смотрим дальше. Так, уже есть Некромикон у молодого. Фурион с Некромиконом. Значит, здесь, скорее всего, будут звери через суммона еще сверху. Но он может не дожить до этого момента, потому что у него уже хп очень мало. 51 хп. Но в моменте он реально может там собрать 6 зверей себе. Если он найдет себе хороших суммонеров, то ой-ой-ой, какая будет поплава. Кстати, кто не был на стриме, ребят, мне там такую нежку на Некра подогнали, поэтому я обязан записать контент с Некром. Я сделаю все, но у меня получится записать контент с Некром. 100%. Только когда это получится, вот это я не знаю. Эту внешку мне 100% нужно будет реализовать. Короче, там такая сногсшибательная внешка на Некре. Это просто диву даешься. Кто не подписан на мой телеграм, там в чате телеграм-канала, в чате комьюнити скидывали скриншот. И на предыдущем стриме я показывал, соответственно, внешку этого Некра. Марк мне ее подарил, просто обалденная внешка, прям кайфули. Спасибо тебе, Марк, еще раз за внешку. 2 внешки мне таких подарил. Очень красивые внешки на Некра. И Марк сказал, типа, Саня, ты по-любому должен сделать контент с Некром. И Саня такой, да, окей, 100% буду делать. Я сам не отказываюсь от этого. А зачем? Не понял. Ну же, то наступника может взять. Ага, маску взял. Окей. Но так как против него там есть как бы охотник, я бы, наверное, все-таки бы взял жетон отступника, потому что плюс 50% урона ты будешь получать на этих охотников. Там жетон отступника работает следующим образом. Если против тебя есть такая же раса, либо же класс, то, соответственно, ты будешь наносить на 50% урона больше. Вот так это работает. Так, BG поставила себе 9 воинов. Угу. 9 воинов. 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 9 воинов.
6 зверей там уже собрано, но у него там денег нету, у этого 6 зверей, который с некрами сидит. А это, кстати, будет чил играть через жрецов. Мгм. Кстати, ребят, это в дневном ролике говорил, что конкретно первое записать. Боги-орки через нового Джаггера, либо же боги-жрецы. Я богов-жрецов давно не записывал. С Некром-то понятно. Если 100% будет какая-то легендарная фигура в виде Некра, то я сразу буду целенаправленно пытаться собрать себе Некра. Я очень хочу попробовать реализовать этого Некра. На бумаге Некр нереально сильный, потому что, смотрите, Аганим, Спел Призм. Если его еще способность работает на скилл Гримтача, то есть на чернила Гримтача, то о, да, детка. Скилл Гримтача плюс коса, плюс Спел Призм, плюс минимальная КД, это все под Аганимом, и это еще чистый урон на секундочку. И там еще чистый урон зависит от того, сколько у тебя ХП максимального, ну, то есть максимальное ХП у твоих фигур. О, там, короче, разваливает. Именно у противника. То есть там коса наносит 35% с аганимом от максимального ХП противника. Это прям сильно. Так, ну тут, по-моему, рвет. Рвет, рвет, хорош. Ну, пока что как-то слишком легко идет все. Типа там есть только вот этот BG Live, который играет через воина. И все. Все остальных он как-то слишком легко рвет. Муэрта усилилась, отлично. Ну, кстати, он мог бы закинуть зеркало, не... Хотя это урон. Ладно. Просто волшебное зеркало, оно дает тычку. Увеличенную тычку с руки. Там немножечко, но дает. 4 жреца. Ну, 4 жреца это хрень, у него там хп мало, я думаю, он отлетит. Чел, который играет на шаманах, тоже окей. Меня больше интересует... О, ну тут... Ну, тут тоже пока что этот зверь слабый. У него... Он сидит в 0 денег. И у него только из силы, это только Некра, по сути. Ой-ой-ой! Так, волшебное зеркало импактовое. Максимально импактовое, потому что только что в иллюзию прилетел Дум. Хорош. Верочка, хорошо. Охотника зверя скипает, окей. Медальон нужен ему, согласен. Нужен медальон ему первого тира, потому что там есть жрец. Я думаю, жрец отлетит быстрее, нежели... Ему даже медальон этот не пригодится, скорее всего. Но, как я говорил уже ранее, береженого Бога бережет. Этот жрец может из говна и палок слепить лепешку и просто кайфовать от жизни. Но пока что у BG Life там такой, так себе стол. Он поставил чисто воина, потому что тут есть охотник. Но воина пока что у него слабовато. Он играет в любом случае через Марс. Я думаю, он это сделал чисто для того, чтобы у него более-менее хороший старт был сначала, чтобы не так много по хп терять. А потом он перестроится. Так, ну вот BG Life. Муэрта, кстати, если что, бьет магическим уроном, поэтому в моменте ей не так больно будет. Но если она начнет Джаггера бить, то, соответственно, там 0 урона будет. Ну вот, как бы, да, контрпик. Лютый контрпик. Обида. 2. Ну, 2 волшебника, это, конечно, сильно. Но я думаю, он... О, кстати, но он же может, по сути, поставить ведьмаков. На своих охотниках он может спокойно себе поставить ведьмаков, и как бы этого воина не чувствует. Да, BG Life нужно будет придумать какой-то next level game. И я думаю, все-таки BG Life будет делать себе здесь кунг-фу. Я думаю, да, там будет, скорее всего, кунг-фу. Он и там в Марсе собирается такое, но если он будет там переделываться, то, соответственно, такое. Ладно, посмотрим, посмотрим. Пока что загадывать как бы наперед такое себе. Но я бы на его месте все-таки на топ-1 взял бы второго демона, волшебника. И... Ну, просто я ж не знаю его мысли, какие он хочет конкретно сборки себе сделать. Я так, знаете, накидываю чисто варианты, которые он может под охотников подставить. Но сами по себе чистые охотники, это очень слабая синергия, по сути. Она чисто вот до мидгейма, а вот в лидгейме эту сборку можно просто обсыкать как хочешь. О, двойные мобы. Хорошая тема, но такое. Я бы, наверное, не брал все-таки двойных мобов. Не могут пригодиться эти двойные мобы, но... О, хорош. Яички это хорошо. Ну да. Тут есть Мамора и яички. Вот одна из 2 реликвий, которые ему необходимы на текущую стадию игры. Угу.
Интересный мув. Мгм. Кстати, неплохо только, что он поменял керри. Почему? Потому что, смотрите, каждая иллюзия его, которая будет находиться под мантой, она будет с увеличенным уроном от его пассивочки. То есть пассивка, если что, работает на иллюзии. Там, соответственно, скорость атаки увеличенная, будет увеличенный дамаг и все такое. Так, 2 воина, это плохо. 2 воина и 1 жрец, это очень плохо. Посмотрим, что дальше будет. Ну, тут есть тайт, по сути, он может против морских собраться легко. Там Маестив, кстати, начинает немножечко что-то разваливать. Это тот чел, который играет на зверях. Ему надо думать. Вот, ведьмаков ставят, окей. Но ему, чтобы на ведьмаках играть, ему нужен уровень. И будет ли он вообще играть? О, медуза. Медуза отлично. Да, ну ладно. Хотя, если... Не, ну на самом деле в любом случае он мог снайпера вообще вот так вот просто... Пу! И снайпер улетел. Кстати, если он сейчас антимага 2 звезды соберет, то он может у антимага закинуть волшебное зеркало. И вдруг, кто забыл, то волшебное зеркало работает на иллюзии антимага. То есть волшебное зеркало и его иллюзии будут юзать способность. Вот так вот. Так, один уже отлетел, хорошо. А Куюнг отлетел. Энигма есть в каточке. Окей. Кто нашел Энигму? Демоны, кстати, тут собрались. Ага, Маестив нашел. Он там на зверях играет. Так, Фуров 3 звезды, окей. Да просто если он собирается играть через ведьмаков, то ему по-любому нужен второй волшебник, демон, чтобы получить максимум урона от демонов. Максимальный бонус 60% надбавка к чистому урону стычки. Так, BG Life вот поставил себе 4 чернокнижника, поставил себе 4 кунг-фу. И пока что 2 зверя. Интересно. А вот, кстати, BG Life. Больно. Больно. 2 яйца, отлично. О, Свен! Сюда эту прикормку. Если ему фортанет и придет 2 Свена, то он может сыграть и через Свена. А это не тот чел нашел. Это BG Life нашел. Топ-1 мира подкручивают, получается, да? Получается, топ-1 миру подкручивают. А он Мамору закинул Марси, окей. Но он будет играть здесь через кунг-фу 100%. Я думаю, он в конечном итоге в любом случае скипнет этого Свена. Но это как бы план капкан для топ-1. Топ-1 может здесь попробовать сыграть через Свена. Но на самом деле, если ему падает здесь мантия короля, он может играть тупо через 6 охотников и 4 ведьмака. Спокойно. Либо же просто может играть через 6 охотников и 4 морских, к примеру. Там уже двухзвездочный, если что, Тэтчис. Охренеть. А как он это сделал? Минеров в 2 звезды, обалдеть. Вот помните, я говорил, что охотники это чисто так, до мидгейма. И вот, показываю вам, точнее, показывает вам, насколько они до мидгейма. Пчела, кстати, очень интересная сборка. Но он тоже такой скилловик. Минеров 2 звезды нашел себе. Тайдуха уже есть. У BG Лайва. Пу-пу-пу. Ребята, а ситуация-то пахнет чем-то коричневым. Ну, кстати, Маестив, вот этот зверь, как он сделал себе двухзвездочного минера? У него 8 уровень, если что. Шанс 1% на легендарную фигуру. Ладно, еще вот этот Маестив. У него 9 уровень. Ой, Маестив. Севен Икер, или как-то так. У него-то 9 уровень. Там 3% шанс на легендарную фигуру. Но все равно это тоже ничего себе. О, бусы.
Бус, это хорошо. Рискнет, найдет предмет третьего тира, четвертого тира. Рискнет или нет? Рискнет или нет? Давай, рискуем. Давай. Я верю в тебя, давай. Мантия, мантия, мантия. Да! Ну все. Ну все, ребят, это сейчас антимага находит себе в 2 звезды, и это будет изи катка. Он поставил еще себе ведьмаков, чтобы у него был чистый урон с руки. Вот так вот. Вот так вот, ребяточки. Все, он может даже спокойно сейчас тупо ролиться. Единственное, что я бы на его месте все-таки искал бы себе морских. Все-таки чуть-чуть морских лишних не будет. Я бы снайпера вот этого вот просто на рынок отдал бы. Пусть этот вот дед идет там дальше, Эль попьет свой. Да не, поставь... А, не, ну лучше, кстати, да, так. Но тоже, сейчас появится у него демон против него, у него уже не будет чистого урона с руки. Но и если он оставит себе ТБшку, как баффера, то мы все это прекрасно понимаем, то что это будет ГГ. Почему? Потому что топ-друг забыл. Ничего себе там. Ух, ничего себе там, кстати, клевер имба. Если что, под антимаг. Ему нужен антимаг 2 звезды, он здесь будет взрывать. Клевер закидывает в антимага, потому что у него сейчас будет увеличенный урон. Ой, у него урон, у него будет шанс... Короче, увеличен шанс срабатывания его синергии. Так, все, взял морскую волшебницу. Ставь вместо снайпера. Вместо снайпера. Снайпера... Отлично, снайпера на помойку. На помойку. Его соли уже не работает. Будет ли он ставить... Ага, он ставит так. Ну, значит, тогда и Леона покупай. Леона покупай. Покупай Леона. Поставишь себе 2 демонов еще сверху. Получается, у тебя будет 1, 2, 3, 4. Ну, короче, 3 демона у него будет. 3 демона это плюс 30% чистого урона с руки. Ох, не имба. О, посмотрите, сколько тычек срабатывают. Ну, смотрите, смотрите, сколько тычек. Талиона возьми. Спектра пришел, кстати. И он еще и спектру раскрыл. Хорош. Выходит полностью из инкама, но, по-моему, денег не хватит. Да, ему не хватило. Вот это обида. Но Леона не взял. Почему? Ну, почему Леончика не взял? Почему Леончика не взял-то, а? Ага. Снайпера продай. Ну, снайпера на помойку отправь. Да снайпера на помойку отправь. Ну ладно. Медуза. Омник. Ну там... Не, ну Омник, кстати, хорошо может зайти. Но там просто он играет BG Life на чистом уроне. Снайпера продал бы бесполезного. Я просто не так сильно верю в снайпера, как он. Но там у него Ливончик появился, кстати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нёп! Надо антимаг 2 звезды. Ему нужен посох 3-го тира. Но вообще ему нужен сейчас кровь из носа, это антимаг. Ну, кстати, сейчас ему придет тайд. Ну, если придет тайд, то он, соответственно, может с этим тайдом поставить себе 4 морских сверху. И вот 4 морских сверху, это, соответственно, даст ему 60% поглощения урона от способностей. То есть это там минерчик будет там что-то дамажить и тому подобное, будет плевать. Так, ну BG Life там собрался, конечно, прикольный билд. Но пока что он слабый, очень, очень слабый у BG Life стола. Он, скорее всего, откиснет здесь. Так, ну да. Кто это? Это же... Это BG Life, да. Ну, вы посмотрите на урон однозвездочного антимага. Это адекватно? Антимаг 1 звезды порвал фигуры, если что, в 3 звезды. На секунду. Там шаман какой-то слишком лютый. Ему тайт нужен.
Ему очень-очень нужен тайт. Ему вообще нужен антимаг в первую очередь, а потом тайт. Он тогда реально поставит себе 4 морских и защититься от этого чела, который играет через 3 шамана, 3 мага, 3 человека, горн. Интересный у него, конечно, билд. И самое забавное, то, что с этим билдом он еще и выигрывает. А он еще... Воу-воу-воу-воу! Остановись! Трехзвездочный жрец — это не шутки. Так, ну топ-1 мира, скорее всего, сейчас уже уедет. Хотя, если он попадется против воина, то вряд ли. Воина он порвет. Не, ну, давайте так. Топ-1 люто повезло, что ему упала мантия. Если ему сейчас уже в скором времени придет еще антимаг, то просто это будет имбулька. После 3-го тира, давай. Да! Ну что, ребята, вызывайте службу катафалка, потому что сейчас будет очень много трупов, и все эти трупы нужно будет куда-то утилизировать. Ну? Не, ну какая ты тварь бездарная на антимаге. 25% шансов выпадения фиолетовой фигуры. Скилл? Естественно. На самом деле ему даже тайт не пришел. А в этой катке есть тайт. Ему нужен тайт. Вместо снайпера ставят, у него будет 4 морских, 6 охотников, 3 эльфа. Ну, кстати, если он так... А, ну там все равно не хватит. Я только что на мгновение подумал, что типа он мог бы поставить сейчас вместо Гримтача себе эльфийскую волшебницу. И с эльфийской волшебницей чувствовать себя максимально удовлетворенным. Но я понял, что 6 эльфов он не получит с эльфийской волшебницей, как ни крути. Ой-ой-ой, как он взрывает! Не имба, не имба, не имба. У вас еще есть какие-то сомнения, ребят, что это не имба, да? О, все. Все, ребяточки. Ну что, ребят. Сейчас вам покажут, как антимаг в 2 звезды не имбовый персонаж. Он до этого в 1 звезду чудил. А теперь посмотрите, что он будет чудить в 2 звезды. Присаживайтесь поудобнее. Ща будет контент. Мантия короля творит чудеса. У него на самом деле отличные предметы сейчас. Просто шикарные предметы. Ему даже 4 морских уже не надо, если честно. Ну, он просто для укомплектованности оставит 4 морских. Чтобы просто не так сильно получать табло. И переживать про касты. Просто у него есть как бы и мантия это короля, которая дает сопротивление. Вообще плевать. Абсолютно. Он сейчас всех взорвет. Я не думаю, что кто-то ему сейчас что-нибудь может противопоставить. Слишком сильный стол у него. Не думаю, блокировать сейчас не стоит. У него сейчас, кстати, еще и двойные мобы будут на 35-м раунде. На 35-м раунде он получит тонну нужных предметов. И все. И все. В идеале ему будет надо найти БКБ, если там будет хоть какой-то контроль. Либо можно даже не искать это БКБ. Но БКБ просто защитит его от всяких там хиксов и тому подобное. То есть просто даст ему пожить. Нет! Нет! Живи! Вот это чел красиво сделал. Ему нужно найти по-любому медальон. Надо искать медальон. Вот это приколюха. Ну, там чел почти просто себе жреца 3-звездочного собрал. Он, кстати, там минер у него бьет чистым уроном на секунду. Но 618 урона всего лишь нанес минерчик. Ему надо найти медальон. Надо клевера лишаться и искать медальон. Пока там чуваки почти повылетали, надо по-любому найти себе медальон.
Не хочешь искать медальон? Или у тебя нет попытки на ролл предмета? Я чего, просто не заметил этот момент. По-моему, у него нет попытки. Хотя там, по-моему, кто-то вылетал, поэтому у него попытка должна быть. Ну, вообще рвет в легкую. Вообще без шансов. Так, логи боя надо поправить. Так, все, -1. Минус... О, 2. О, это все, можно даже не ролить. Ему 2 духовных талисмана еще упало. Да, все. Сейчас двойных мобов делает. Духовный талисман накидывает в антимаг. Ой, это все. Можно забить. Бог-жрец, трехзвездочный... Точнее, жрец, трехзвездочный бог-орк. Плевать будет сейчас. Проверяйте. Если бы у этого BG Сикера, ну, не знаю, короче, как Seven Икер, если бы у него было, скажите, Некра плюс рефрешер, то, возможно, бы он что-то смог бы. Но этот антимаг его сейчас просто взорвет и все. Сейчас еще он тонну предметов получит. Если ему сейчас еще и Ганим упадет, то забейте. Он просто взрывать будет, будь здоров. На всякий случай ему бы МКБ либо БКБ, чисто чтобы на контроле не сидеть. Так, тонна предметов упала. Ну-ка, давай. Перчатка демона классная тема, но она ему сейчас, наверное, не пригодится. У него и так чистый урон с руки есть. А делать ему сейчас чистый урон еще и с магии, это было бы прикольно, но, как по мне, это было бы лишнее. О, все, забейте, все, просто. Финит, оля, комедия. Это зеркало, пожалуйста, переместите в другого человечка, а я закиньте себе Ганим. Да, и можешь еще и клевер, кстати, поменять. Но я думаю, и без клевера норм будет. Все, забейте. Это ГГ. Ему надо только тайдуху найти, вот знаете, чтобы как последний гвоздь в крышку гроба. Просто найти тайдуху. Тварь рыбацкая, ты когда придешь? Бесполезная ты тварь. Пиу-пиу-пиу. Все, до свидания. До свидания. Все. Пум-пум-пум-пум. Все получается. Топ-1 мира отлетел. Остался сейчас бог-жрец. Но, кстати, бог-жрец немножко неправильно делает. Но вообще плевать, если честно. Вообще плевать, как он будет делать. Вообще плевать. Тут 0 шансов на победу. Ну, единственное, что может топ не один поставить сейчас его влево вместо спектры, чтобы он сразу Дума начал колотить. И сразу пошел орка-жреца колотить. Вот, серьезно, он может прямо сейчас поставить середину и просто разваливать. No chance. У бога-жреца есть проблема. Он поставил всех впритык. А, ничего себе у него там предметы. Но из-за того, что у него там все впритык стоят к стене, то у него просто места нет для суммонов. А, ну сейчас он перебежал как бы немножко. Ну, как бы плевать. Что за больной смех был? Вот так вот это, ребят. Антимаг не имба, но... Да. Да, это красиво. Это очень красиво. Ну, все. Это очень красивая катка, причем против такого огромного лобби, причем хайрангового лобби. Тут все хайранговые были, если что. Даже если у некоторых не показывался, какой у них ранг, то BG Life это топ-1 мира в предыдущем сезоне. Я думаю, ну, он множество сезонов брал топ-1. Но в любом случае, катка была просто прекрасной. Мне очень все понравилось. Крутая катка. Но топ не один реально повезло, то, что ему упала мантия короля. И просто однозвездочный антимаг, вы сами видели, что натворил. Балансный герой? О да, очень балансный герой. Как-то так, как-то так. Ну, все. Добавить мне нечего. Я в течение игры все свои эмоции показал. Максимально. Так что, ребята, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забывайте поставить лайк
Не забывайте за него. И комментарий 3 слов, если вам нечего просто добавить по данной карточке. Также, кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. Не забываем, что у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.